Kingsong 18L с заявленных 95 километров, ну, мне хватит, километров, наверное, на 50-60. Не опасаясь, что кто-то вывалится, там, пристегнули, все дела. Какой бы ни был там вообще металлический, стальной, сварной велосипед, он будет весить там до 15 килограмм. Магазины без пандусов, аптеки без пандусов, подземные переходы без пандусов. Друзья, всем привет, на связи Паша Клымок, и значит мы с вами снова общаемся на тему моноколес. И сегодня ролик без лишней воды, все четко по полочкам, 1, 2, 3 на тему минусы моноколеса. Уже был несколько схожий ролик на эту тему, посмотрите в всплывающей подсказке или оставлю в закрепе ссылочку. Но там была смесь. А сегодня я четко хочу только про минусы. Эти минусы не какие-то абстрактные, это минусы после года езды, ну почти год на моноколесе. Ровно год назад, ну не ровно год назад, почти год назад я встал на моноколесо. И по моим эмоциям, по моим впечатлениям я как раз и хочу поделиться с вами этими минусами. Скорее всего, этот ролик будут смотреть в первую очередь те, кто только планирует купить моноколесо. Прокачанным ребятам, ну, можете посмотреть, высказать свое мнение, буду только рад, респектую каждому, кто дает обратную связь, фидбэк, подписывается, если вам интересна, в принципе, тема моноколес, ну и палец вверх, как бы, тоже приветствуется. Итак, без лишней воды поехали. Первый минус — это хрупкость. Какие-то моноколеса более хрупкие, какие-то менее хрупкие. Но вспоминая, допустим, свое прошлое, десятилетний период езды на велосипеде, на скейте, там лонгборды, ролики, сколько бы вы ни роняли велосипед, он будет ехать. Ну, конечно, если вы с разгона не въезжаете в автомобиль или в бетонную стену. Роняйте, падайте, кидайте. Ничто с ним не случится. Металл, на крайняк выровняли педаль там, и поехали дальше. Восьмерка на колесе, упали, выровняли, тоже поехали дальше. Моноколесо с моноколесом так не пройдет. С моноколесом все намного сложнее, и даже если вы едете на скорости там 20 км в час, если оно вылетит у вас из-под ног, то, перекувыркнувшись десяток раз, может треснуть корпус, может отвалиться закладные какие-то, могут лопнуть педали, если хорошо приложится моноколесо у вас как раз вместо педали. То есть хрупкость, она имеет место быть, и без этого никуда. Потому что если бы моноколесо было всецело из металла, да, из какого-то, ну, представьте, сколько оно бы весило. Да, могут кто-то из вас сказать, что хрупкость, ну так в чем проблема? Треснул корпус, купили новый. Ну извините, каждая составляющая моноколеса, она нормально стоит. И даже если у вас треснет корпус на V8, там InMotion, который по сути это расходный материал, он тоже стоит не там 2 бакса. Следующий минус — это зарядка. Я не помню, то ли это в каком-то анекдоте было, то ли в каком-то фильме было, где какой-то пацанчик носил за собой в рюкзаке зарядку для часов. Стой! Куда сорвался? Батарейки возьми для часов. И это почти уже наше настоящее. То есть, если, представьте, вы хотите ехать на моноколесе куда-то, да, куда-то в горы, там, ну не знаю, там на большую дистанцию, на какую-то, то за неимением розеток заряжать моноколесо, я, честно говоря, не знаю как. От солнечных батарей, ну это вам не телефон, как бы, не объем телефона, зарядка. Двигаться от зарядки до зарядки, от розетки до розетки, ну как бы тоже дело такое. Средние моноколеса, да, по мощности, по цене, по дальности хода, ну проедут они у вас там 50 километров, там в лучшем случае. Но это же не цифра для тех людей, которые, допустим, любят путешествовать, да, куда-то вы в другой город уехали и решили прокатиться по городу. Те колеса, которые едут 100-150 километров запас хода, но они весить, извините, будут, знаете, полтонны. Поэтому зарядка, да, это минус.
И находясь даже в Киеве, при полном заряде, так, чтобы, знаете, катнуть нормально, а Киев не на ровной местности находится, левый берег там ниже, правый берег выше, перепады, там все остальное. И если катнуть нормально, так вложиться, так на все деньги лететь, хотя бы тридцатник, 40-ку км в час, то Kingsong 18L с заявленных 95 километров, ну, мне хватит, километров, наверное, на 50-60. 50-60 километров это, ну, не так и много, я скажу, если сделать круг, где-то там что-то без подзарядки. Следующий минус — это багаж. Багаж, который ограничивает моноколесника только рюкзаком. Соглашусь с вами с тем, что моноколесо — это дополнение к вашему основному виду транспорта, потому что некоторые говорят, что моноколесо — это всея транспорта. Нет, моноколесо это больше как для подскока, для развлечения, для катания. Никто ж не говорит, допустим, что гироскутер или сегвей — это полноценный транспорт. Но на нем тоже люди передвигаются по городу, я видел. Поэтому для подскока, да, где-то что-то закупиться, как я в предыдущих роликах говорил, там масло, не знаю, там молоко, такой скоропорт какой-то, купить хлеб, да, закинули и поехали. Но что-то более массивное вести, в принципе, можно, но неудобно. Есть случаи, когда даже есть моноколесники, везут кравчучку за собой, да, там удлиняют ручку и везут кравчучку за собой, там стройматериалы возят. Ну, это уже из разряда, знаете, больше фантастики, чем реальность. Поэтому грузить рюкзак, 20 кило, окей, 20-литровый вы нагрузите, 30-литровый, но 70-литровый рюкзак, я думаю, туристический, вы как бы не осилите, это безумие какое-то. Следующий минус – это езда с ребенком, то есть учитывая, что моноколеса только входят, а дети, когда они растут, они тянутся за родителями, они хотят попробовать то, что вы делаете, да, вы что-то отверткой откручиваете, он тоже хочет открутить. И если, допустим, с велосипедом ситуация понятна, есть у вас велосипед, есть у супруги велосипед, можно докупить, да, сидушку, поставить ее там на руль, на раму или сзади на багажник и спокойно себе ехать с ветерком, там, не опасаясь, что кто-то вывалится, там пристегнули, все дела. Самокат точно так же. Ставят ребенка, я не говорю про проезжую часть, это безумие, парк, аллейки, тротуары. Поставили ребенка, на Алиэкспрессе купили дополнительную ручку маленькую, чтобы он хоть за что-то держался, и все, едете, прогуливаясь. Как двигаться с ребенком, допустим, на моноколесе, если ему не год, если год там слинг, посадили, поехали, а если ему, допустим, да, там 4 года, 5 лет, тоже вопрос. Если он уже чуть старше, то можно, конечно же, обзавестись третьим моноколесом, но по факту как бы есть некоторые моменты спорные. Кстати, если у кого есть дети такого возраста относительно дошкольного, поделитесь информацией, как вы выходите из этой ситуации. Вы катаетесь сами, у вас есть третье колесо, вы на колесе, он на велосипеде. О, кстати, сам сказал и сам придумал. Вы на колесе, он на велосипеде, как альтернатива. Но это, знаете, это из формата «я сноубордист, а мой ребенок лыжник». Ну, это... Как это? Не складывается. Пазл. Следующее – это сезонность. Как вы бы не хотели, какая бы зима у нас не была, а последние несколько лет, в принципе, то, что происходит с декабря по февраль, сложно назвать зимой. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, потому что я считаю, что зима должна быть зимой. Так, чтобы, знаете, сопли в носу застывали на лету. И поэтому моноколесо имеет сезонность. Если вы откроете документацию, то там черным по белому написано: не ездить в снег, не ездить по лужам, не ездить в дождь. Иначе даже на новое колесо, скорее всего, сервис-центр откажет вам в ремонте. Но даже если исключить тот факт, что вы
не боитесь за само моноколесо с технического плана, то ездить на моноколесе в минус, да, даже в минус 5, в минус 10, а если сюда еще добавить какой-то маленький снежок, который на скорости 20 км в час, 30 км в час вам просто режет лицо, это уже как бы тоже вопрос. Шлемы, маски, все остальное не всегда спасает. Кто ездил, да, там где-нибудь там повыше, чем Карпаты, в Альпах, с 3000, спускаясь там даже на 20 км в час, поймут меня, как этот ветер пронизывает, как эти снежинки просто впиваются в вас во все щели. Следующее. Техническое несовершенство. Вы можете со мной поспорить. Если у вас есть свое мнение, обязательно его напишите. Но я считаю, что идеального моноколеса, как и идеального велосипеда, как и идеального автомобиля не существует. Большой автомобиль, на котором можно перевезти 10 холодильников, он много жрет бенза, его нигде не припаркуешь. Маленькие автомобили, которые популярны в Европе, они мало жрут, их в любую парковку на мотоместо можно поставить, но в нем уже 3 человека даже не влезет. И то же самое касательно моноколесо. Одно едет нормально 50, 60, 70 км в час, но оно весит 50 кило. Второе легкое, его можно поднять, с ним можно пробежать дистанцию, но оно едет от силы 20 км в час и от силы там 25 км запас хода. Пока что какого-то идеального колеса, я думаю, что его нету. Если вы не считаете... Следующий минус – это здоровье. Здоровье, в это понятие я вложил сразу несколько моментов. Здоровье – это и наши с вами жалобы. Большинство моноколесников жалуются на проблемы А – в ступнях, Б – в коленях, В – спина. Я, опять же, записывал несколько видеороликов и говорил о том, что подобные проблемы могут наблюдаться и у лыжников, и у сноубордистов. Для этого нужно, хотя бы там делать по утрам зарядку периодически, чтобы как бы быть подготовленным к неровностям дороги и всему остальному. Ездите по неровностям, выбирайте более гладкую дорогу, более гладкие поверхности. И вторая составляющая здоровья – это, будем откровенны, если взять велосипед и если взять моноколесо, то на моноколесе вы больше овощ, чем на велосипеде. На велосипеде у вас, на мой взгляд, все-таки задействовано большее количество мышц, крутя педали, чем на моноколесе. Я не скажу, что на моноколесе не задействованы никакие мышцы, но их меньше. Поэтому в плане здоровья есть некий момент. Следующий минус моноколеса – это вес. Вес нормального, добротного моноколеса, он будет переваливать от 24 килограмм. Те колеса, скажем так, начинающего уровня, среднего уровня, ниже среднего уровня, которые будут ехать 20-25 км в час, и в принципе для города, для тротуаров это вот так вот. Передвигаться на тротуарах 30, 40, 50 км в час – это безумие. Передвигаться на моноколесе, которое шурует 20 км в час по проезжей части – это тоже безумие. Поэтому для города, для тротуара 20 км в час в принципе норм для того, чтобы куда-то подлететь. Но для того, чтобы проехать с одной точки А в точку Б через весь город, это можно посидеть, пока доедете. Чем мощнее колесо, чем дальнобойнее оно, чем в него напихано всего, начиная от амортизатора, LED-экраны и все остальное, тем оно будет тяжелее. И все было бы хорошо, если бы одно «но». Если вы думаете, что вы колесо не будете носить, то вы глубоко ошибаетесь. Дома без лифтов, дома с лифтами, но где нужно, допустим, на первый этаж колесо затарабанить. Магазины без пандусов, аптеки без пандусов, подземные переходы без пандусов. Летом какие-то пляжи, пески, где тоже колесо иногда легче перенести, чем оно будет там вам шуровать по этому песку.
Ну, короче, есть моменты, когда вес играет важную роль. И мне, например, Kingsong 18L с их 24 килограммами, плюс я доработал металлическими пластинами, там 2 кило еще накинем, таскать на 4-й этаж без лифта, без пандусов, знаете, иногда доставляет мое недовольство. То есть на 5-й этаж я бы уже мне бы влом его было таскать. Если бы оно весило еще больше за 30-ник, ну извините, я бы, наверное, был уже Шварценеггером за год, таская колесо. И заключительный минус моноколес – это слабое колесо не даст вам желаемый эффект. В это понятие я вложил, да банально, просто возьмите какой-нибудь подъем, слабое колесо вас туда не затащит. Если вы весите, ну хотя бы там от 70-80 килограмм. Слабое колесо не даст вам резвый разгон. Оно не даст вам долгую езду. То есть, если вы весите 100 кило и встанете на какой-нибудь там V5 InMotion F, то из заявленного километража, дай бог, если вы проедете там 30%. То есть, колесо тоже имеет какой-то ресурс по мощности, что его и отличает, собственно, от, допустим, того же велосипеда. Какой бы велосипед ни был, вы можете встать, сесть, поехать. Главное ваша физическая форма, ваши ноги, то, насколько в какую горку вы сможете крутить педали. А какой у вас велосипед, да пусть даже одна передача, это уже, в принципе, без разницы. Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту по поводу веса, посудите сами, вот какой бы ни был там вообще металлический, стальной, сварной велосипед, он будет весить там до 15 килограмм. 12, 13, 14, 15 килограмм. Или меньше. 7, 8, 9, 10 килограмм, если это уже мажорные велосипеды. А колесо с точностью да наоборот. Если колесо простое, оно будет весить у вас 7, 8, 9, 10. А если мажорное колесо дальнобойное, оно у вас будет весить там 40 кило. Вот в этом и разница. Друзья, вот такой вот краткий у нас экскурс по минусам. Жду от вас 3 вещи. Вещь первая. В комментах дайте понять, интересен ролик или нет. Если интересен, если увижу от вас обратную связь, сниму аналогичный ролик, где будут только плюсы. Вторая вещь – это палец вверх. Третья вещь – это подписка, если вам тема моноколеса интересна. Ну и все. И ждем следующий видос на канале. С вами был я. До новых встреч. Всем пока.